Предложение о подключении Великобритании и Франции, а затем и Китая на протяжении уже больше 10 лет появляются. Но, как и само ядерное разоружение, которое стало уже религией, одни в нее верят, другие нет, этот вопрос, конечно, требует проработки основ, на которых могла бы Великобритания и Франция подключиться к этому процессу. Традиционное возражение против этого заключается в том, что пока у России и США, которые успешно реализуют новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений, значительно больше ядерных средств, примерно на порядок, чем в Великобритании и Франции. Это весьма существенный аргумент, однако, на мой взгляд, он не должен препятствовать в конечном итоге тому, чтобы в той или иной форме Великобритания и Франция не присоединились к этому процессу. Мне представляется, что наибольшие шансы в этом отношении есть у Великобритании. И речь не идет о каком-то договоре коллективном, речь идет о коллективных мерах, которые в первую очередь могут быть связаны с определенной открытостью и транспарентностью. И в этом отношении Великобритания представляет собой прекрасный образец такой транспарентности. Вместе с тем, дело даже не только в том, что ядерные державы должны выполнять свои обязательства по договору о нераспространении, вести переговоры вплоть до полного сокращения ядерных вооружений. Дело в том, что вот демонстрация не только открытости, но и транспарентности с возможностью верификации ядерной политики для Франции и Великобритании, мне кажется, вполне могли бы быть приемлемы. И заключаются они в том, что на добровольной основе Великобритания и Франция могли бы принять часть, небольшую, по собственному выбору, тех мер транспарентности, которые существовали между СССР, Россией и Соединенными Штатами по договору «Старт-1», и которые существуют в рамках нового договора. В рамках нового договора примерно около 150 различных уведомлений о состоянии ядерных сил России и США. И вот мне представляется, что какую-то часть из этих мер, хотя бы 10 из тех 150, которые существуют между Россией и США, уведомлений, например, о текущем состоянии ядерных сил, о вводе и выводе новых ядерных объектов, и выводе старых, и введении новых, о состоянии объектов ядерной инфраструктуры, о проводимых учениях, о запусках учебных и тренировочных ракет. Великобритания – это та страна, когда всегда подписывалась под обязательствами ядерного разоружения, уменьшала количество ядерных боеголовок, как и Россия, кстати. Поэтому я думаю, что как этот процесс можно было бы продвинуть. Например, Великобритания очень активно настаивала на переговорах между 5 наиболее признанными ядерными державами. То есть здесь и Китай включается в процесс. Надо посмотреть, что эти новые страны могли бы сделать для того, чтобы продвинуть процесс ядерного разоружения. То есть здесь много интересных идей, которые дал генерал Дворкин относительно того, как сделать прозрачность еще больше. Я думаю, мы могли бы это с удовольствием обсудить и детальнее. И потом
5 держав. Вы знаете, тут есть свои проблемы, если говорить о Китае, особенности. Понимаете, сегодня никто серьезно не говорит о том, что Великобритания или Франция, например, увеличивает свой ядерный арсенал. Вот насчет Китая сейчас неопределенность большая. Учитывая, как развиваются стратегические международные отношения, очень важно было бы и Китай в этот процесс вовлечь. И если бы хотя бы какие-то из тех мер, о которых говорил господин Дворкин, можно было бы начать претворять в жизнь, так же как обмен информацией, например, и так далее, я считаю, что эти меры должны быть приняты другими признанными ядерными странами. Уже 5 стран согласились бы, и уже было бы легче, но предложение о том, чтобы только Великобритания и Франция без Китая присоединились к процессу, я думаю, это сложнее. Просто очень важно вовлечь Китай в этот процесс. И на данном этапе очень важно, чтобы в этом процессе участвовало все 5 держав. Начиная с 9-10 года Великобритания и Франция, и, кстати, США, все делали заявление об общем размере своего ядерного арсенала, включая различные системы, которые не включены, не подпадают под новые договоры СНВ. Понимаете, это важно и России рассмотреть, потому что сейчас новый договор между США и Россией не включает достаточно большого количества систем. Ну, системы Великобритании, я думаю, что тоже не включаются, или, по крайней мере, все французские системы там тоже не могут быть включены. То есть, если все 5 ядерных держав будут просто объявлять об общем объеме их ядерных арсеналов, то мы уже сможем год за годом видеть, сокращаются арсеналы или растут. У Китая несколько иные аргументы вот в этом ядерном мире. Несколько иной набор доводов, другая ситуация, к которой они апеллируют, другая, как принято говорить в последние годы, геополитическая ситуация. Но это не снимает, конечно, обязанности. Я именно так сейчас рассматриваю уже продекларированное продвижение к безъядерному миру. Раз мы сказали об этом однажды, раз мы к этому присоединились, то это становится нашей обязанностью. Вот надо, чтобы все почувствовали это собственной обязанностью. Мне кажется, что и Россия, и Великобритания это чувствуют, и совсем не так давно премьер Браун об этом говорил, что Великобритания поддерживает идею безъядерного мира. Значит, надо теперь думать, в первую очередь экспертам предлагать тот путь, по которому мы будем двигаться. Вот, мы совсем недавно провели заседание в Институте мировой экономики в рамках программы с фондом Nuclear Threat Initiative. Я привез с собой материалы предыдущих наших заседаний. Вот и скоро выйдут материалы по прошедшей конференции, где как раз обсуждались вопросы сначала присоединения Франции и Великобритании. Там обсуждалась, кстати, основой для обсуждения была блестящая абсолютно статья профессора Чалмерса на этот счет. И мы попытались нащупать какие-то подходы, только еще первые подходы к этой проблеме. Вот о некоторых из них сказал здесь генерал Дворкин. Но пока что мы очень далеки от первых шагов, потому что нету вот этой вот, нету механизма, как это делать. Есть предложения экспертов, но пока еще нет механизма. Есть очень много обсуждений в рамках международных организаций. Но как это сделать? То ли это будет, может быть, какой-то специальный посланник ООН, который начнет всех объединять и привлекать к этой идее. Что-то такое глобальное мыслится. Сочетание как механизмов заинтересовать отдельные страны, так и политически каких-то привлекательных форумов на этот счет. Пока что ситуация выглядит абсолютно парадоксальной,
ну, если не сказать анекдотичный, но анекдот этот из мрачного юмора, потому что мы живем в 21 веке, у нас совершенно иные вызовы и угрозы, которым никак или крайне сложно противостоять, или крайне сложно придумать, как противостоять с помощью ядерного оружия. Тем не менее, мы его имеем, мы за него как бы цепляемся, весьма неохотно от него избавляемся, но и это все происходит на глазах у многих и многих стран мира, некоторые из которых, к сожалению, стремятся к обладанию ядерным оружием. Вот самая большая опасность, мне кажется, нашего ничего не делания или очень медленного продвижения к конечной цели безъядерного мира состоит в том, что мы даем дурной пример очень этим странам, которые думают о том, что раз у кого-то есть ядерное оружие, и они обеспечивают с помощью его собственную безопасность, то почему бы нам и не получить его тоже в свое распоряжение. Ну и вот у Китай здесь на этом фоне является, конечно, самой, наверное, закрытой страной, и абсолютно согласен с профессором Чалмерсом, что мы должны вместе думать в первую очередь о том, как в формате пятерки начать первые шаги в направлении присоединения, вовлечения друг друга в процесс ограничения и сокращения наступательных стратегических вооружений. Если говорить об официальных переговорах с Китаем, то все показывает, что китайцы не хотят пока ни в чем участвовать, и пока они не берут на себя обязательства увеличивать арсенал до какого-то уровня. То есть тут надо менять их интересы, пытаться как-то на них повлиять, и потом просто подумать, как это все будет выглядеть, когда Китай наконец-то согласится участвовать в процессе, то есть вот какую логику здесь нужно продвигать в отношениях между Китаем, ядерными странами НАТО, США и Россией. Тут требуется определенная работа, понимаете, нужно какое-то видение предложить, то есть какое-то уравнение, расставив все страны по местам, понимаете. Тут ведь речь идет еще о западном менталитете, о котором нельзя забывать. Тут надо просто подумать, как менталитеты разных стран сгармонизировать. Об этом надо подумать.